Итак, я всех приветствую, я Рома, это Trident 660 от Триумфа, мой первый мотоцикл, езжу я на нем, наверное, уже месяцев 6 или 7, вот, и сегодня хотел бы записать небольшое видео, так сказать, знакомство, расскажу вам немножко, как я пришел к тому, что я в 40 лет сел за свой первый мотоцикл, на свой первый мотоцикл. И предлагаю немного прокатиться и записать небольшое видео. Да, на Триумфе нужно выжимать сцепление, когда его заводишь. Вот такая у нас локация, одни стройки вокруг. Поехали. В общем, начну с того вообще, где мы находимся. Находимся мы на Кипре. Живу я здесь уже практически, вот скоро 4 года. В марте. Ну, можно сказать, да, практически 4 года уже скоро. Теперь где-то год назад, наверное, чуть больше, я решил пойти и сделать права на мотоцикл. На мотоцикле я никогда в жизни не ездил. Так, катался пару раз, брал у друзей какие-то скутеры, какие-то мопеды еще в детстве, но это так, особо меня это не привлекало. И потом в 40 лет, в 41, я решил, что мне нужно пойти сделать права. Но я бы не сказал, что это какой-то кризис среднего возраста, это больше было сначала как просто пойти сделать водительские права, потому что на Кипре те, кто здесь живет, знает, насколько это просто и легко. А знал я это, потому что я сам приехал сюда, и мне нужно было сделать заново водительские права на машину, потому что мои здесь нельзя было обменять. Ну, это отдельная история. Вот, в общем, очень быстро, легко и дешево я сделал права на автомобиль. И поэтому я знал, что и на мотоцикл, в принципе, это будет тоже. Относительно других стран Европы, скажем так, здесь это делается очень быстро и очень просто, и относительно за небольшие деньги. Вот, поэтому пошел я делать права на мотоцикл, сделал, естественно, на самую маленькую первую категорию, на 125-ку. Сами ощущения на 125-ке мне не понравились даже в процессе учебы. Вот, и потом я подумал, вообще продолжать ли дальше делать на большую категорию. Ну, поскольку я обычно не люблю на полпути останавливаться, поэтому сделал на большую. И как только я сел за уже большой серьезный мотоцикл, ну, скажем так, большой серьезный начального уровня, все же знают МТ-07, на которой я учился и сдавал на права на большую категорию. Вот, и как только я за него сел, мне это дело прям очень сразу понравилось с первого же урока. Вот. И тогда у меня начали появляться мысли, чтобы купить уже свой мотоцикл. Хотя всю жизнь я любил машины и весь четырехколесный, скажем так, транспорт. На машинах я поездил очень много, на всяких разных. Вот. А на мотоцикл, в принципе, меня никогда особо и не тянуло. Но после того, как я попробовал, я уже сказал, мне сразу пришли мысли, что, может быть, таки стоит купить свой мотоцикл и попробовать, как это. И вот езжу я на этом мотоцикле
с мая 2025 года. Сейчас у нас уже январь, начало января 26-го. И я абсолютно не жалею, что я купил мотоцикл. И я абсолютно не жалею, что я купил именно этот, как первый мотоцикл, потому что он великолепен, как городской байк Naked для начинающих, чтобы вообще понять. Для меня, по крайней мере, это было, чтобы вообще понять, действительно ли мне нравится ездить на мотоциклах. Мое это, не мое. Ну и вот уже, считай, после 7 месяцев эксплуатации абсолютно уверенно могу сказать, что это великолепный стритовый байк для города. Если вам не нужно много выезжать где-то и ездить по трассам, то есть на нем нет проблем проехаться какие-то полчаса-час по трассе, он абсолютно уверенно себя чувствует. И ты на нем тоже абсолютно уверенно себя чувствуешь, но все-таки, конечно, это больше байк для города. В принципе, пока для, скажем так, первого знакомства, я думаю, в этом видео я рассказал достаточно. Что по планам? По планам продолжать снимать видосики. Буду выкладывать их на YouTube. Тем для видео достаточно. Могу, опять же, подробно, думаю, рассказать вообще, что такое в таком возрасте сесть за свой первый байк, как это, зачем это и почему это. Вот. Плюс про планы дальнейшие в плане мотоцикла, в плане вообще о жизни на Кипре и так далее. В общем, спасибо, кто посмотрел. Если кому вдруг стало интересно, то подпишитесь.